Приветствую вас в мастерской фабрики Ротека. Мы с вами сплетем ручку, вот такую ручку, на корзинку, которую мы сплели на предыдущем мастер-классе. Ссылку на мастер-класс на корзинку вы можете найти снизу. Ручку мы будем плести из прутка, из двух видов прутка. Первый вид — это 5-миллиметровый пруток, натуральное дерево называется. Второй пруток у нас будет 4-миллиметровый шлифованный цвет орех. Для того, чтобы сплести ручку, помимо прутка нам нужны будут бокорезы, нам нужна будет лопатка и нужны будут кусачки. Берем 5-миллиметровый пруток, натуральное дерево, и отмеряем. Сейчас покажу как. Здесь у нас идет пересечение стоек. Ручку для того, чтобы она выдерживала нагрузку, нужно провести через дно. И мы планируем ее вот так. Вот мы здесь отмерили. И здесь высота ручки, какая нам нужна. Плюс нам нужно еще спрятать ее внутрь. И таких мы делаем в две стороны. Вот такой отрезок пруточка нам нужен. Я его отрезаю на косой срез, для того, чтобы мне было удобно с ним работать. Смотрю, куда выходит стойка. Завожу с этой стороны по плетению. Помогаю себе лопаткой. С одной стороны я просто оставляю, с другой стороны я протягиваю и уже одним витком формирую свою ручку. Вот такой высоты ручки, мне кажется, для меня будет достаточно. Эта корзинка у нас повыше, чем предыдущая. Дальше мы заводим в полотно над ней. Он будет проходить у нас возле стойки прям. Он и дно нам усилит, и сможет выполнять нагрузочную функцию. Я думаю, что в этой корзинке можно будет поднимать килограмм до 15 точно. Объем маленький, больше, мне кажется, не особо влезет. Кирпичи я не собираюсь с ней носить. Фрукты, овощи. Может быть, какие-то вещи. Вот я довела до середины. Теперь иду по направлению, куда засунула предыдущую ручку. Здесь выравниваю, укладываю ее между стоек, чтобы она у нас не сильно торчала, вообще не торчала. И с другой стороны выравниваю их, чтобы они одинаковые были. Завожу в плетение, фиксирую. Пятимиллиметровый пруток, сложенный в 2 раза, получается, будет служить жесткой основой, на которой мы будем накручивать 4-миллиметровый пруток. Если вы берете 5-миллиметровый, то в принципе 2
ну, вот двух полосочек хватает для того, чтобы их не заворачивало сильно. Они достаточно плотные, жесткие, и ну, их плотности хватает для того, чтобы выдержать ту форму, которую мы изначально придумали. Дальше, следующим этапом мы берем 4-миллиметровый шлифованный пруток, который я использовала здесь на стойках, и делаем отрезы. Вот мы будем отсюда до сюда их декорировать. Количество штук зависит от плотности прутка и толщины вот этой ручки. Некоторые вставляют железную проволоку сюда. Можно вставить такой же 4-миллиметровый пруток. Здесь уже все зависит от того, какой материал у вас есть в наличии. Я на этот диаметр, вот на этой корзине использовала 8 штук, если я не ошибаюсь. Но мы сейчас будем по мере наполняемости, будет видно, как только закончится место, здесь больше не будет возможности вставить. Не здесь, а вот именно на ручке. Она должна быть вся вот так вот плотно заплетена. Мы сейчас по мере наполняемости разберемся, но сразу отрежем 8 отрезков и будем их оплетать ручкой ими. Берем 4-метровый пруток, шлифованный. Закрепляем в плетении. Стараемся заводить между стоек для того, чтобы хорошо он заходил. И делаем обороты. Обороты делаем не сильно часто, но и не очень редко. Вот, чтобы ручка уже потихонечку соединялась. У меня здесь получилось. Количество витков зависит от высоты ручки. У меня здесь получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 витков. Второй конец засовываю с другой стороны. Беру следующую ленту. Ложу по направлению здесь рядышком. И ложу виточки, виток на виток. Вот у меня идет предыдущая. Следующую я выкладываю рядом с ней. Повторяю те же самые витки, которые мы делали предыдущей лозой. Пруток 4 миллиметра шлифованный за счет шлифовки имеет немножко овальную форму. Его очень удобно укладывать 1 на 1. Потому что у него есть плоский край. Плоский шлифованный край, которым он укладывается практически идеально. Не крутится, не выворачивается. Завела все 8 штук. Видите, здесь уже плотно, а вот здесь вот есть еще щель. Значит, я могу еще одну штучку здесь подвинуть и завести. Получается, на мою длину вышло 9 лоз. Число хорошее. Остатки лоз я просто срезаю под корешок. Они не должны никуда убежать, потому что держатся за счет основной центральной лозы 5-миллиметровой, которую мы завели. Она будет основа ручки, а это больше декор. В тех местах, где у нас ручка, у нас получилось такое небольшое расширение стоек. Вот, видите? И вот так это все выглядит. Вот теперь у меня 2 корзины с ручками. Самое простое и красивое, на мой взгляд, выплетение ручки из материала фабрики Ротека. Плетите с нами!